Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня предлагаю приготовить домашний вариант столичного кекса. По этому рецепту он получается очень нежный, рассыпчатый и с большим количеством изюма. Приготовление не займет у вас много времени, а результат очень порадует. Все продукты для теста обязательно должны быть комнатной температуры, поэтому я заранее достаю их из холодильника. Также заранее я подготовила форму. Изнутри я смазала ее сливочным маслом и присыпала мукой, либо можно просто застелить пергаментом. Также вместо прямоугольной формы можно использовать круглую диаметром 20-22 см или маленькие формы для маффинов. К теплому сливочному маслу добавляю сахар, немного ванильного сахара и щепотку соли. Сначала немного перетираю все лопаткой, а затем уже взбиваю миксером. Масса должна немного посветлеть и стать более воздушной. Обычно на это уходит около 3 минут. Если у вас нету миксера, то ничего страшного. Это все можно перетереть лопаткой, а потом уже перейти на венчик. Дальше по одному вводим яйца и хорошо перемешиваем после каждого. Каждую неделю на нашем канале выходят рецепты советских десертов. Настоящая ностальгия по вкусу детства. Подписывайтесь на наш канал, готовьте вместе с нами и делитесь впечатлениями в комментариях. Повторюсь, что масло и яйца обязательно должны быть комнатной температуры. Так они легче и быстрее объединятся. Если в теплое масло добавить холодные яйца, оно быстро возьмется крупинками и однородной массы у вас уже не получится. После добавления всех яиц хорошо перемешиваю лопаткой. Собираю со дна и со стенок миски. Отдельно соединяем муку и разрыхлитель. В 2-3 приема просеиваем ее в общую массу и начинаем замешивать тесто уже лопаткой. Тесто для кекса не нужно долго вымешивать, иначе он получится более сухим и плотным. Поэтому как только тесто станет однородным, сразу же останавливаемся. Тесто готово. Оно получается вот такой мягкой и очень приятной консистенции. Традиционно в столичный кекс добавляется довольно много изюма. Заранее я его хорошо промыла, замочила в теплой воде и просушила на бумажном полотенце. Высыпаю его в тесто и хорошо перемешиваю, чтобы изюм распределился. Уже готовое тесто перекладываю в подготовленную форму и распределяю ровным слоем. Во время выпечки кекс еще хорошо поднимется, поэтому заполняю форму на 2/3. Чтобы трещинка сверху получилась более ровной, можно сделать вот такую бороздку при помощи лопатки. Выпекать кекс я буду в разогретой духовке до 170 градусов, ориентировочно 1 час. У меня все готово. Вот такой румяный он у меня получился. Готовый кекс при нажатии должен немного пружинить, а при проверке деревянной зубочисткой она должна оставаться сухой и чистой. Даем ему немного остыть, а затем уже можно переложить на сервировочную тарелку или на досочку. Вот так легко он выходит из формы. По желанию сверху можно присыпать сахарной пудрой. Когда я первый раз приготовила такой кекс у себя дома, поняла, почему многие его так любят. Он получается в меру сладкий и с приятным сливочным вкусом. Посмотрите, какой он мягкий и буквально тает во рту. Мне кажется, именно таким и должен быть настоящий кекс. Большую часть теста я выпекала в прямоугольной форме, а оставшуюся часть переложила в формочки для маффинов. Такой кекс может храниться до 30 дней. Я обычно кладу его в пакетик и оставляю при комнатной температуре. Мне кажется, с каждым днем он становится еще вкуснее. Также его можно убрать в холодильник или даже заморозить. Если вы никогда не пробовали приготовить его дома, то я настоятельно рекомендую. Уверена, что вам он тоже очень понравится. Если вы не любите изюм, то можно добавить другие сухофрукты, орешки
или даже кусочки шоколада. Обязательно попробуйте приготовить и напишите свое мнение в комментариях. Не забудь сохранить рецепт и поделиться им с друзьями. А на нашем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходи и подписывайся. Ваша поддержка очень важна для нашего канала. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки! Ну что, у нас начинается самая интересная часть, это дегустация. Сейчас будем пробовать кекс, который приготовила. Видите, он очень рассыпчатый, очень нежный внутри и такая приятная хрустящая верхушечка у него. Очень нежный и ароматный. Самое интересное, что в детстве я ужасно не любила выпечку с изюмом, но с возрастом как-то поменялись вкусы, и теперь я с удовольствием ем кексы, булочки с изюмом или какими-нибудь ягодами или сухофруктами. Поэтому этот кекс не так давно стал моим любимым. Ну, очень много изюма, это классно, что ты ешь не просто кусок теста и сухого, оно рассыпается. Вот я, например, не люблю просто тесто без ничего. Если какие-то добавленные орехи в сухофрукты, это всегда вкуснее и лучше кушается, да и вообще разнообразие получается. Здесь много изюма, и он очень такой мягкий, очень вкусный. Он пропитывался. Да, чувствуется пропитка. Я его пропитывала в теплой воде и в роме. Чувствуется ром? Нет, ром не чувствуется. Он безалкогольный, можно есть его и детям, и взрослым. Если вы боитесь для детей, можно алкоголь не добавлять. Да, он получается очень мягкий, очень яркий сливочный вкус и аромат, да? Пахнет просто на всю квартиру. Ну как долго мы его хранить можем? Кекс хранится до 30 дней в герметичной упаковке. Но у нас 30 дней у нас он ни разу не лежал. Съедается он гораздо быстрее, буквально за пару дней. И храню я его в обычном пакете при комнатной температуре. Даже через несколько дней он остается очень мягким, очень нежным и очень вкусным. Таким же, как и после выпечки. Хорошая альтернатива какой-то булочке или, например, печенье, если вы уже долго делали давно печенье или вам надоело, то это хорошая альтернатива сделать такой большой или в зависимости от вашей формы кекс и угостить своих домочадцев, свою семью. Вообще под любое как-то застолье, под любой праздник его можно использовать, готовить, и он всегда будет востребован, он будет в топе, и особенно детям, да и взрослым он понравится очень, я думаю, очень так быстро понравится, и будут просить у вас еще рецепт. Да.
И самое главное, что готовится он очень просто, буквально все смешать и поставить выпекаться в духовку. Что еще классно, что его можно приготовить в разных формах, то есть можете использовать как прямоугольную, как круглую, так и в формочках для маффинов его тоже можно испечь. Поэтому пробуйте тот вариант, который вам больше нравится, который удобнее для вас. И единственный момент, что будет отличаться время выпечки, поэтому тоже можете открывать, проверять духовку и смотреть. Но такой круглый или прямоугольной формы он будет печься где-то около часа. Если будете в формочках выпекать, то где-то минут 30-40. Вот. Мне очень понравилось, вообще классно. Да, очень Вкусный классный, кекс получился. вкусный и нежный. Поэтому обязательно пробуйте приготовить такой кекс. Я уверена, вы останетесь в восторге. Обязательно порадуйте свою семью и не забудьте сохранить рецепт. Также на нашем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходите и подписывайтесь. Смотрите наши еженедельные рецепты, пробуйте готовить, экспериментируйте на своей кухне и пишите в комментариях, что у вас получилось. Пишите в комментариях свои идеи и варианты. Мы тоже открыты к общению, и нам интересно получать обратную связь. Спасибо. Мы желаем вам приятного аппетита и удачной готовки.